Всем доброй ночи, друзья мои. Итак, я дарю огромное количество денежных ритуалов, заговоров, шепотков, обрядов. Эти ритуалы привязаны к разным силам мироздания, божественным силам, природным, демоническим порой. Они из разных культур, на разных языках. Зачастую это знаки денежные, талисманы, которые нужно носить. Естественно, у меня есть огромное количество других работ. Но самая главная составляющая, практически самая главная составляющая в нашем физическом мире, материальном мире, это достаток. И кто презирает деньги, деньги презирают этого человека. Говорила вам и повторяюсь сотый раз. Когда тебе нечем кормить завтра своего ребенка, ты не думаешь ни о театрах, ни о книгах, ни о культуре, ни о чем. Ты можешь думать об этом тогда, когда ты обеспечиваешь свою семью, и уже у тебя остаются и лишние деньги, то есть дополнительные средства, помимо хлеба насущного. И ты можешь позволить себе купить что-нибудь красивое, сходить куда-нибудь. Ты можешь помочь другим. Ты можешь подобрать кошку, собаку, вылечить, потратить на это свои средства, раздать или оставить у себя. Им тоже нужен корм, их тоже нужно лечить, если они заболеют. Никто не сделает это бесплатно. У тебя есть компьютер, телефон. Тебе нужен интернет. Интернет нужно оплачивать. Это деньги. Что-то случится, тебе нужно отдать мастеру, чтобы починили. Тебе нужно заплатить за это. Тебе куда-то нужно ехать. Если даже твоя машина, тебе нужно заправиться. Это деньги. Большие государства, имея большие возможности, развитую экономику, могут позволить себе навредить другим странам, лезть туда. И на примере Запада мы это видим. Они могут снарядить армию. У них есть современные способы уничтожения человека. И они диктуют свою волю, потому что у них сильная экономика. Это деньги. Из-за нехватки денег или из-за трудных экономических ситуаций, положения, людям приходится уезжать из своей родины. Уезжают умные люди, знаете, такое утечка мозгов. Остаются не самые умные люди. И другим государствам становится легче захватить и забрать часть вашей родины. Потому что оставшиеся там некачественная масса людей, а качественная масса из-за экономических проблем уехала. Всему виной экономика, деньги. В древние времена купеческой гильдии придавалось особое значение. Купцы были основой любой короны, любого царства. Два брата из купеческой гильдии, купеческого сословия снарядили армию Ермака и отправили против хана Кучума.
смогли его одолеть. И так мы получили с вами Сибирь. Когда Россия стояла на грани исчезновения, князь Пожарский с помощью купца Минина снарядили армию и спасли Россию. Купец это сделал за свои средства, за свои деньги собрал армию и спас родину. Так что те люди, которые относятся презрительно к деньгам, они глупые. Деньгам мы не должны служить. Деньги должны служить нам, это нужно понимать. Деньги – это средство для того, чтобы получить желаемое, для того, чтобы радовать близких и родных. С некоторых пор я поняла, что мне нравится делать добро животным и детям, потому что это самые искренние создания. Они не лукавят. И они самые благодарные. Оттуда идет отдача. Ты видишь, что ребенок радуется подарку, телефону, компьютеру, каким-то вещам, о которых мечтал, и вот заслужил, ему подарили. Ребенок. Не свое чадо, потому что дети растут, а именно еще вот в таком возрасте детском, подростковом. И радуются животные, когда им приносят корм, вкусняшки. Это искренняя радость и благодарность. Пройдя все этапы безденежья, даже нищеты, я поняла, что мне силы дали возможность, открыли многие-многие тайны благополучия и удачной жизни. Я не богатейший человек, и я не богатый человек. Я живу в достатке. Потому что то, чего я добилась, это называется достаток и имя. Но даже этого достаточно, чтобы помочь другим. И кто может вас научить, если не тот человек, который на ваших глазах за эти годы поднимался, и вы это видели, вы видели результат. Я являюсь живым примером и имею полное право говорить вам, что я знаю, как вам помочь. Если вы послушаетесь меня и сделаете, как я вам советую и как я вам дарю, потому что мои работы, они рассчитаны на любой уровень достатка. Я постаралась, насколько возможно, упразднить эту задачу. Сделать так, чтобы человек не искал какие-то невероятные ингредиенты, не знаю, хвосты павианов, череп какого-то мифического существа, еще что-нибудь. Есть, конечно, и такие ритуалы, но их делают практики, и лучше им делать это. А обычный человек это не означает, что мы по уровню интеллекта все одинаковые. Есть люди очень талантливые, есть просто великие в своей сфере деятельности. Это не значит, что они, знаете, если они не ведьмы и колдуны, ну, значит, они так себе. Нет, обычно имею в виду люди, которым не дана сила в магии, которые не профессиональные ведьмы, чародеи и так далее, а люди далекие от этого. Но в этих работах вложено столько секретов, столько ключей, столько зазывов, призывов, которые тысячелетиями работали, они испробованные, на основе этих законов магии созданные. Поэтому получится у любого человека. Когда мне говорят, вы знаете, вот я делала какие-то там ваши обряды, что-то там делала, вот, помогите, откройте сами мои денежные дороги, потому что у меня не получается. Я не верю таким людям. Люди, которые
на моем канале, вы знаете, что-что, а денежные работы получается у всех. У кого-то чуть позже, у кого-то быстрее, но у всех получается. И я никогда не верю людям, которые даже понятия не имеют, о чем пишут, знаете, лишь бы что-нибудь написать. Все ваши обряды, все там сделала. Они даже не знают, что обряды, ритуалы, заговоры, они вообще делятся на различные категории, я об этом говорила. И если вы для себя не стараетесь, никто для вас не будет делать, запомните. Хотите жить хорошо? Стремитесь к этому. А я вам даю ключ от этой двери, которая откроется, а за ним достаток. Иногда садитесь и думаете о том, что вы достаточно настрадались. И теперь вы имеете полное право жить хорошо. И помните, богатая жизнь, жизнь в достатке – это еще и обязательство. Готовы ли вы к этому? Многие люди хотят жить хорошо, но они не готовы брать на себя ответственность. Поэтому таким людям лучше не работать на себя, лучше работать в предприятии где-нибудь. Там нет такой ответственности. Там только правильно делай и выполняй свою задачу, и все. Тебе не нужно вычитывать налоги оттуда. Тебе не нужно думать о том, о сём. У тебя появляется дом, ты должна платить налог за дом. Ты должна платить за свет, за газ, за все. У тебя появляются деньги, ты должна платить оттуда налог. Ты должна зарегистрировать это официально. Ты должна оплачивать труд бухгалтера. У тебя машина появляется, ты должна платить за обслуживание. Эта машина может сломаться или какие-то детали будут нужны. И чем дороже машина, тем больше расходы. Учитывайте, что в конце года всегда тебе нужно платить за там, налог за имущество, да, налог за машину и все прочее. Чем больше тебе приходит, тем больше у тебя ответственности. И поэтому многие люди, которые говорят о том, что хотят богато жить, на самом деле не готовы к этому. Они не готовы нести ответственность за свое имущество. Это, знаете как, чем дальше, тем больше с тебя требуют. И будут требовать. Это в любой стране так. Человек немощный, человек бесполезный, человек, сидящий на шее государства, с него никто ничего не требует. Ему только дают, помогают, за руку берут, ведут по каким-то службам, соцопекам и так далее. А если ты сильный человек, то на твоей шее висит десяток иждивенцев государства. Это в каждом государстве. Никто нас, к сожалению, не спрашивает. Это было всегда, испокон веков. Правда, в древние времена поощрялось более здоровые люди, работоспособные, сильные личности, им давали больше возможностей. И чем дальше, тем больше цивилизация становится иждивенческой. На здоровом, сильном человеке висят сотни немощных и не желающих ничего делать. И с них как бы спросу нет. Если помните, в советское время была статья за тунеядство. Чтобы избежать такого, многие устраивались на любую работу. Сейчас этого нет. Может и плохо. Сейчас нет вытрезвителей, сейчас нету специальной комиссии, которая призывала к ответу. Сейчас ничего нет. И поэтому с несознательных граждан никакого спросу. А сознательных спрос, знаете, 7 шкур дерут. Но если вы готовы хорошо жить, если вы готовы принимать не только жизнь в достатке, но и ответственность за эту жизнь, то вам ко мне.
Никогда ни на кого не надейтесь. Никто не придет, за вас ничего не сделает. Вы сами должны пробиться в этой жизни. Как только вы это осознаете, ваша жизнь изменится. Как только перестанете себя жалеть, ваша жизнь изменится. Вы не одни такие с трудным детством, с тяжелыми воспоминаниями, с болью душевной и много чего еще. Не одни. Есть люди, которые прошли пострашнее. Ад на земле прошли, но выжили, остались людьми и поднялись. Итак, хочу сегодня вам подарить денежный талисман. Для начала вам нужно приобрести, заказать, сделать вот такой маленький кожаный мешочек. И желательно, конечно, сделать на цепочку какую-нибудь посадить или что-то в этом роде. Вот такой вот кожаный мешочек. Это мне Яна сделала для ритуала, попросила я. Четкости нету, вот. В этот мешочек нужно положить определенные ингредиенты. Сейчас объясню, какие. Корица. Щепотку корицы туда насыпьте. Пшеница. Штуки 3-4. Гвоздика. 3 штуки. Монета. Монета желательно 10 копеек, 10 рублей. Желательно. Можно и 5, но желательно 10. Ну, если вы в другой стране живете, ну, возьмите, как бы, естественно, монету другой страны, если вам это ближе. И свои волосы. Немного так. Состригите чуть-чуть. Малое такое количество. Ну, вот так вот. Показываю уж прям. Это все нужно поместить туда. Я сейчас не буду открывать. Вот видите, это корица вот тут испачкалась. И волосы вот торчат. Поместите туда. Начитайте 6 раз. И носите на себе несколько часов. 2-3 часа. Вот дома вы находитесь, начитали, надели. Если, например, у вас ярмарка, если вы что-то продаете, или если вы дома работаете, через интернет продаете, начитайте 6 раз перед вот продажами, да и вообще можете каждый день. Если помните, просто, как вспомните, 6 раз начитали, надели час-два вот на себя вот этот мешочек, а потом можете спрятать в сумке, лучше в сумочке, в кошелек не влезет, но в сумочке можно спрятать, носить с собой. Ну или если вы дома работаете, особо никуда не едете, спрячьте в таком месте, чтобы каждый раз брать и начитывать. Если у вас такие талисманы или что-то в этом роде пропадают, например, в этом ничего страшного нет. Иногда эти силы нуждаются в отдыхе. Они просто уходят из вашей жизни на некоторое время. Если через некоторое время вы найдете, предположим, там через месяца 2-3, не используйте уже. У него уже энергия совершенно другая. Сделайте по новой просто. Или это высыпьте куда-нибудь, почистите, и в этот мешок снова положите все эти ингредиенты и по новой начитайте. Эти заговоры, они очень сильные, и они приносят удачу постоянно. Закрепляйте свою удачу, закрепляйте свою связь с денежной силой. А как это делать? Это начитывать, это часто начитывать, это делать, проводить ритуалы, это носить все эти, скажем так, обереги, все эти талисманы, о которых сказано, рассказано. Побольше, вот чем больше вы себя окружаете вот этими всеми символами денег, начитанными, сказанными, заговоренными, тем сильнее связь с эгрегором денег, тем сильнее у вас вот эта связь и усиливается. Вы понимаете,
Вот если вы не представитель богатой семьи, то пусть богатая семья начинается с вас. Вы можете стать основой богатой жизни для своих детей и внуков. Вы можете им оставить, объяснить, как нужно делать. Вы можете молодым, вот, поженились ваши дети, вот сказать, вот как сделать, там, вашей дочери, например, начитай и сделай. Я вам давала, сейчас уже забыла, как она называется, представляете? Ой, все, подклад удачи, по-моему, назвала. Уже забыла просто это. Столько подарено, сказано. Всеми вот силами, насколько возможно, я окружила вас вот этими знаниями о деньгах, о достатке, о богатой жизни, чтобы ваши дети были обеспечены, и вы в том числе. Потому что от этого очень многое зависит, понимаете? Итак, корица, пшеница, гвоздики, волосы и монета. Свои волосы. Начитайте 6 раз. Носите на себе несколько часов. Если у вас какие-то покупки, там, имеется в виду продажи, неправильно сказал. Если у вас магазин свой, можете сделать еще меньше, мешочек более маленький, такой незаметный. Можете в нижнем белье, в верхнем, конечно, носить, если он туда поместится. Можете кармашек сделать в майке, положить туда, чтобы ближе к телу это было несколько часов. Потом снимите. Можете вечером начитать это, носить там или с этим лечь спать, утром снять, положить в сумку и идти, например, на свою работу, если ваша зарплата зависит от процента, который вы получаете. Итак, заговор следующий читается 6 раз. Я 6 раз не буду читать, потому что это очень, такой немаленький заговор. Начнем. Деньги по всему миру ходят. Деньги по всем рукам проходят. Деньги к рукам богатых тянутся. Так пусть же деньги ко мне приходят и в моих руках останутся. Приумножаются деньги в сундуках, и мне богатство с удачей достанутся. Пусть деньги со мной срастаются, пусть деньги со мной увенчаются, да браком со мной сочетаются. Пусть деньги в дом... Пусть деньги в доме приумножаются, пусть деньги в золото превращаются. Пусть все мои мечты исполняются. О боги, свершители мироздания, услышьте просьбу своего создания. Много мной пройдено дорог, но с этого часу вашим приказом и волей вашей священной я хочу до скончания века своего жить в достатке, всегда при деньгах. Я заслужила сполна богатую долю и обязуюсь исполнить вашу волю, и только на добро тратить эти деньги. Как правда то, что солнце встает над землей, как правда то, что реки стекаются к морям, так правда то, что отныне и до веку мне быть на вершине жизни, и деньгам ко мне стекаться, в моих сундуках собираться, и навеки со мной им остаться. Я буду жить при деньгах, и столько накоплю золота и добра, что на мой век останется, и внукам моим достанется, и до правнуков дойдет, и приумножится ими во 100 крат, а то и в 1000 крат. Кто ничего раньше не имел, теперь будет богат. Истина из истин, быть тому. Боги так желают, и я их волю исполняю. Заклято. Ой. Давайте еще раз прочитаю, извиняюсь. Кофе. Без этого никак. Деньги по всему миру ходят. Деньги по всем рукам проходят. Деньги к рукам богатых тянутся. Так пусть же деньги ко мне приходят и в моих руках останутся. Приумножаются деньги в сундуках,
И мне богатства с удачей достанутся. Пусть деньги со мной срастаются, пусть деньги со мной венчаются, да браком со мной сочетаются. Пусть деньги в доме моем приумножаются, пусть деньги в золото превращаются. Пусть все мои мечты исполняются. О боги, свершители мироздания, услышьте просьбу своего создания. Много мной пройдено дорог, но с этого часу вашим приказом и волей вашей священной я хочу до скончания века своего жить в достатке, всегда при деньгах. Я заслужила сполна богатую долю и обязуюсь исполнить вашу волю и только на добро тратить эти деньги. Как правда то, что солнце встанет над землей, как правда то, что реки стекаются к морям, так правда то, что отныне и до веку мне быть на вершине жизни, и деньгам ко мне стекаться, в моих сундуках собираться, и навеки со мной им остаться. Я буду жить при деньгах и столько накоплю золота и добра, что на мой век останется и внукам моим достанется. И до правнуков дойдет, и приумножится ими во 100 крат, а то и в 1000 крат. Кто ничего раньше не имел, теперь будет богат. Истина из истин, быть тому. Боги так желают, и я их волю исполняю. Заклято. Желаю вам безбедной жизни и как можно больше проводите, начитывайте денежные заговоры. Вы начитали и забыли, но ритуал о вас не забыл. И через некоторое время результат вас порадует. Всем удачи!